Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной маленький технологический обзор. Я решил быстренько узнать, что же внутри вот этой вот коробки, которую я недавно приобрел в поездке в Duty Free на Кипре. Видно, что здесь какой-то Powerbank на 5000 мАч. И вроде как это Magnetic Powerbank, который вроде как должен приклеиваться к iPhone, совместим с iPhone 12 и более свежими моделями. Ну что, давайте откроем, что ли? Попробуем вскрыть и посмотрим, что из этого выйдет. Пока что я снимаю, собственно, на сам iPhone 13, обзор на который недавно я делал, по подсказочке можно будет посмотреть. И я хочу понять, подойдет ли эта вот штучка, этот вот, собственно говоря, Powerbank, который стоит значительно дешевле, чем Powerbank, подобный от Apple. Эта штучка продается всего лишь за 38 евро, а Powerbank от Apple вы сами можете пойти и посмотреть, сколько стоит. Оп! Не той стороной открыл, но ничего, не беда. Красивая коробка, прям жалко выбрасывать. Переворачиваем. Здесь, естественно, кабель зарядки Type-C. Вот, спасибо-то большое. Так, еще один Type-C кабель. Теперь у меня коллекция из этих кабелей будет. Ну что, посмотрим, достанем. Вообще не достается. Вот это заделали. Так, пластмассовая штучка. Описание FS400 на всех языках, кроме русского, естественно. Здесь вот показано, как и что с ним делать. Типа достаньте, примагните, потом зарядите, повторите. Что тут? Он говорит, что 2500 мАч на одну зарядку хватит, 5000 на 2 зарядки, 10 тысяч на 4, ну и так далее. И для iPad подойдут. А вот наш как раз подойдет для того, чтобы 2 раза зарядить iPhone. Не знаю. В принципе, штука довольно мощная такая, большая, выглядит солидно. Вот здесь вот такой лейбл у нее. Что-то там, не знаю. X-Storm. Во, X-Storm называется. О, тут есть оранжевая кнопочка, она, наверное, показывает, насколько он заряжен. Он заряжен буквально на одну точку. Непонятно, белая одна горит и одна зеленая. Я надеюсь, что этого достаточно будет, чтобы как-то допитать iPhone без того, чтобы заряжать эту штуку. Пока сделаю паузу и попробую подзарядить, а потом уже досниму этот ролик на другой телефон, чтобы понять, как, собственно говоря, эта штука с iPhone-то работает. Все, переключаемся. Итак, продолжим наш обзор. Вот у нас имеется iPhone 13 Pro, свежекупленный. Еще раз обзор, посмотрите по ссылочке. И мои первые впечатления от него. Мне пока он очень нравится, ничего не могу плохого сказать. Наш аккумулятор вот этот вот, посмотрим, заряжен на одну точечку и горит зеленым, вроде как, что означает, что это хорошо. Давайте я разлочу iPhone и что? Приложу этот аккумулятор к iPhone. iPhone в чехольчике. Так, iPhone звякнул и аккумулятор примагнитился, держится. Зарядка идет. Вот, 64% и идет заряд. Видно? Видно. Вот что мне не нравится, что он вот так вот хлипко держится. Видите, вообще брать его никаких усилий не составляет. Вообще падает сразу. Магнит какой-то очень слабый. Попробуем, конечно, мы перевернуть, если так. А так тогда вообще не держится. Так держится, зарядка идет. Ну-ка, чтобы звук был. Оп. И падает. Не падает, держится. То есть, если вот так вот носить, как бы приложив, да, то заряд идет и можно даже разговаривать. У меня есть, конечно, подозрение, что чехол виноват. Давайте попробуем снять чехол. Чехол снимаем. Чехол обычный, силиконовый, хорошенький. Первый раз его снимаю с тех пор, как надел. Попробуем. О! Броня! Вообще не падает. Прилепился как этот. Вот в этом случае, конечно, другой коленкор, хотя вот он тут, конечно, так вот, когда повернешь, он поворачивается. Но держит он серьезно, сильно. То есть, в принципе, он заряжает и через чехол, вот такой тоненький, но лучше, конечно, без чехла его использовать. Вот так вот, довольно здоровый. Я, кстати, не видел Apple-овские. По-моему, Apple-овские они потоньше. И потому, наверное, они потоньше, и у них меньше емкость заряда, которую они могут передать. Заряжается эта штучка через Type-C. Да, попробуем. Заряд идет, все нормально. Сейчас зарядим и будем пользоваться. 38 евро, господа, если кто будет в Duty Free в аэропорту Ларнаки на Кипре или в других аэропортах, где такие штуки продаются. В принципе, если там заявлены честные какие-то 5000 мАч,
производитель тут, где сделан-то? Made in China. Ну, Made in China. Но выглядит очень качественно, серьезно так, по-взрослому, в общем. Поэтому владельцам айфонов советую приобрести и иметь с собой в сумочке, ну, только с чехлом, естественно, вот видите, да, хреноватенько. Все, на этом заканчиваю обзор. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, поделитесь с друзьями. Пока!